Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канала ТПА и не только. Представляем вам свой перевод ролика с канала StarRapid. Спасибо каналу StarRapid за отличное видео. Здравствуйте! Это Гордон Стайлз, основатель и генеральный директор компании StarRapid. Я занимаюсь быстрым прототипированием и внедрением новой продукции более 35 лет. Я рад приветствовать вас в новом захватывающем выпуске. Серьезной инженерии для серьезных инженеров. Текстуры поверхности форм для литья. В этом эпизоде мы более подробно рассмотрим одно конкретное применение текстурирования поверхностей. Как текстуры наносятся на пресс-формы для литья пластмассы под давлением. Тема может быть сложной, но мы ограничимся 5 наиболее распространенными методами. Это шлифовка и полировка, электроэрозионная обработка, обработка абразивной струей, химическое фототравление и лазерное травление. Вместе мы рассмотрим эти процессы и обсудим их влияние на качество готовых изделий, время производства, стоимость и многое другое. Шлифовка и полировка. После грубой обработки на поверхности всегда остаются следы от инструментов. Если оставить их без обработки, эти следы будут перенесены на поверхность получаемого изделия во время формования, что, конечно, нежелательно. Поэтому шлифовка и полировка выполняются квалифицированными специалистами с использованием различных вращающихся инструментов, алмазных боров, наждачной бумаги, напильников и других абразивных материалов для удаления этих следов и других незначительных поверхностных дефектов. Текстура варьируется от зеркальных поверхностей до грубозернистых и любых промежуточных вариантов. Требуются специальные навыки, чтобы не повредить форму или слишком сильно не изменить ее размеры. Одним из ограничений является трудность или невозможность доступа к глубоким отверстиям, карманам или другим сложным элементам вручную. Поэтому необходимы другие методы. Электроэрозионная обработка EDM. Также известная как искровая эрозия. Используют графитовый или медный электрод, помещенный в электролитическую ванну с водой или маслом. Электрод вырабатывает искру, которая ударяет по стенке формы. Эта область достигает температуры плавления, но затем быстро охлаждается жидкостью в ванне, что приводит к термическому шоку и разрушению металла на мелкие частицы, которые затем смываются. Все это происходит за долю секунды. Искровая эрозия работает как с твердыми, так и с мягкими металлами и может обеспечивать очень высокую точность. Этот метод идеален для создания глубоких тонких прорезей, острых вогнутых углов, вытесненных надписей и других элементов, которые иначе было бы трудно или невозможно создать традиционными способами. Также можно добиться очень тонкого и гладкого покрытия, что исключает необходимость в трудоемкой и дорогостоящей ручной полировке. Иногда в области эрозии образуется избыточное расплавление, известное как шлак. Ранее большие электроды EDM использовались для придания текстурированной поверхности форм, и такая отделка называлась искровым покрытием. Но теперь этот метод во многом заменен химическим травлением, осталось только название – обработка абразивной струей. Для обработки абразивной струей используется высокое давление воздуха для распыления различных типов сухих или влажных абразивных материалов на поверхность формы. Примеры таких материалов включают кремнезем, песок, оксид алюминия, стеклянные или пластиковые микрошарики, а иногда даже скорлупу грецких орехов. Это отличный способ очистить инструмент, одновременно придавая ему равномерное матовое или полуматовое покрытие. Тип используемого абразивного материала, а также давление воздуха, объем и форма распыления определяют конечный внешний вид. Обработка абразивной струей быстра и недорога, а также требует мало сырья. Другое преимущество заключается в том, что ее могут контролировать квалифицированные операторы, так что матовая область может плавно переходить в текстурированный узор, без резкой границы или нежелательного контакта между ними. Кстати, это не следует путать с прямым соприкосновением. Химическое фототравление. Многие пластиковые детали разрабатываются со сложными узорами и текстурами, интегрированными в форму. Некоторые имитируют вид камня, кожи или деревянной текстуры, в то время как другие создают более абстрактные геометрические дизайны. Но как эти узоры наносятся на форму для литья? Это делается методом фототравления. Сначала поверхность формы покрывается фоторезистом или светочувствительным химическим веществом. Затем желаемый узор проектируется оптически на поверхность
поверхность формы, и все участки, на которые попадает ОФ-свет, чудесным образом закрепляются. That feels better. Оставшийся фоторезист смывается, оставляя пленочную маску. Затем форму погружают в кислоту, которая травит незащищенные участки, тем самым создавая желаемую текстуру. Процесс должен тщательно контролироваться с учетом типа металла, сложности дизайна и глубины проникновения кислоты в поверхность. Травление быстрое, экономичное и может создавать очень тонкие текстуры для воспроизведения практически любого вида. Однако существуют некоторые ограничения. Травление не работает на выступах или других участках, где блокируется оптическая видимость. Также узоры могут геометрически искажаться на больших изогнутых поверхностях. Лазерное травление. Лазерное травление позволяет передавать практически любую текстуру на любую изогнутую поверхность. Успех этого процесса зависит от сочетания двух технологий. Первое — это продвинутое 3D-компьютерное моделирование. Оно позволяет дизайнеру взять карту текстуры и виртуально совместить ее с контурами почти любой формы. Вторая технология — это компьютерно управляемая роботизированная рука с 5 осями движения. Это позволяет лазеру точно следовать по топологии поверхности, а также позволяет достигать выступов и других скрытых зон. Это решение чаще всего используется в автомобильной отрасли, где большие формы, такие как панель приборов автомобиля, должны иметь тонкие узоры, которые сохраняют однородность на большой длине. Этот метод более дорогой и требует времени для создания необходимых 3D-моделей. Но для некоторых случаев это единственно возможный путь. Каковы особенности применения этих методов для вас? Текстурирование поверхности на инструментах для формовки важны по причинам, выходящим за рамки эстетики. Вот несколько примеров, которые стоит учитывать. Различные текстуры могут влиять на формование деталей. Некоторые увеличивают теплообмен между стенкой формы и материалом, потому нужны разные способы охлаждения. Другие текстуры могут вызвать застревание детали в форме, если не предусмотрен больший угол уклона. Поверхности со сложной текстурой требуют более длительного времени выдержки для обеспечения полного заполнения, что может замедлить производство. И высокополированные поверхности подходят только для определенных типов пластика. Поэтому для достижения наилучших результатов важно провести всестороннее консультирование по проектированию для производства на раннем этапе разработки. Спасибо за ваше время и внимание. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.